Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Мы с вами вступаем в новый цикл, переворачиваем новую страницу жизни, поэтому очень важно заложить правильный фундамент предшествующих событий на этот год. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на дату 11 января. Это будет первое новолуние в наступающем году. Соответственно, это будет самый мощный посыл для формирования ваших целей, желаний, ваших планов. В этот день желательно создавать плакаты визуализации, карты желаний, прописывать ваши планы или цели или желания в ежедневник, создавать целеполагание. Как это делать, ссылку на это видео я оставлю в комментариях. Ну а мы с вами приступим к раскладу. Итак, основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Немножко приподниму арканы, чтобы они вам были хорошо видны. Приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится королева жезлов. Это влияние женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец, или просто женщины яркой, харизматичной, сексуальной, амбициозной на какие-либо сферы вашей жизни. То есть, возможно, для вас она станет как наставником, коучем или объектом для подражания. Плюс это просто ваша высокая социальная планка, стремление к лучшей жизни, к яркой жизни, к большим возможностям. Поскольку у нас карта действительно многогранная и может говорить о, для вас, так сказать, кардинальных переменах, дотягивая, здесь ложится королева мечей. То есть тут очень много социальной активности. И для вас, смотрите, в каком ключе это будет открываться. Дно колоды у вас ложится аркан Отшельник. Карта, которая говорит о том, что вы будете искать свой собственный путь, жизненные ориентиры, это духовный, это личностный рост. То есть у вас в первую очередь январь будет посвящен каким-либо вопросам углубления в себя, в свои потребности, вопросы обучения, в сферы эзотерики, будь то нумерология, астрология, таро или просто вопросы гипноза. Неважно, потому что это то, что раскрывает ваш внутренний свет или дает вам понимание, как вам жить, каким путем идти. То, что касается вопросов работы, карьеры и бизнеса, у вас здесь ложится аркан Суд. Сам по себе аркан прекрасен. Для некоторых из вас может сулить кардинальные перемены, не просто как смена должности, но и вообще кардинальным образом смена деятельности, допустим, смена места работы. А у некоторых это посыл вернуться в ту сферу, в ту нишу, в которой вы работали ранее и развивались. То есть в любом случае для вас это как период возрождения, прилив сил, эмоций и возможность себя позиционировать, показать по-новому. Смотрим, о чем говорит этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. И здесь, как мы видим, у нас ложится семерка мечей. Это аркан, который показывает, что вы можете подрабатывать нелегально, то есть не декларируя ваш доход, нигде не оформляясь. То есть это работаете сами на себя, дома, и как следствие получаете периодически тот либо иной доход. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то карта Суд и семерка чаш говорят о исполнении вашей мечты, ваших целей, ваших задач, которые вы ставили перед собой. Более того, появится ряд возможностей, вам даже придется выбирать из нескольких вакансий, то есть кому же отдать предпочтение. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, Суд и двойка монет – это колебания. С одной стороны, это попытки понять, где остаться, куда уйти, а с другой стороны, открывая колоду, у вас здесь ложится аркан Колесница. Такая позиция, хоть разорвись. То есть это вы можете одновременно занимать две должности или работать как фрилансер на два предприятия, на две фирмы. То есть действительно чего-чего, а работ у вас будет хоть отбавляй. Для тех же, кто у нас владеет собственным делом, здесь ложится тройка жезлов. Это активное развитие, это рост, это вопросы расширения вашей деятельности. Не просто новые контакты, а и новые локации, где вы будете реализовывать свои услуги или свои товары. То есть для вас перспективы расширения. Финансовая сторона вопроса. У вас ложится восьмерка жезлов. Опять же, карта роста. Потому что восьмерка жезлов – это, как правило, деньги идут в рост. Да, безусловно, это и траты. Траты здесь тоже могут быть немалые. И у кого-то они будут связаны с поездками, с путешествиями, со сменой места жительства.
Ну и помимо всего прочего, восьмерка жезлов и луна– это ситуация, когда вы можете отправлять какую-то помощь, дотации вашим близким, отправлять деньги на родину, то есть помогать вашим родственникам. Состояние здоровья. Солнце. Прекрасная карта. Это замечательное эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие. Более того, кто-то здесь будет практиковать энергопрактики, будь то ушуй, цигун, йога, пилатес. Все то, что действительно не просто сублимирует вашу энергию, а дает еще активный ее выход, подпитывает вас. То есть для многих из вас это действительно такой период, когда вы воспрянете духом. Появятся силы, появится мотивация и желание что-то кардинальным образом менять в вашей жизни. Если же вы болели, то это положительная динамика, восстановление и выздоровление. Плюс солнце, опять же, запустить какие-либо регенеративные процессы, то есть может идти вопросы омоложения вашего организма. Личная жизнь. А вот здесь у нас ложится аркан башни. По башне это всегда кардинальные перемены. Какого они плана, будем с вами сейчас смотреть и раскрывать этот аркан. Но то, что месяц знаковый и значимый, уже видно по картам. Обратите внимание, у вас старшие арканы на работу, на вопросы здоровья и на вопросы личной жизни. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, какова здесь будет ситуация? Башня и рыцарь монет не предвещают перемен, то есть здесь нет кардинальных перемен по личной жизни, все остается как есть, и арканы не предвещают новых знакомств. Да, безусловно, вам это может, знаете, как разбивать ваше сердце и душу, но здесь основная проблема кроется в том, что вы не отпустили некий союз, некую связь. Поэтому здесь нужно проработать эмоциональные блоки, которые остались у вас от прошлых отношений. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках, что же здесь? Башня и умеренность. Ну, это такая позиция садомаза. Отношения, которые вас разрушают, но все равно вы не можете от них отказаться, потому что считаете, что они дают вам зону комфорта. Хотя на самом деле ту энергию, которую вам несут арканы, это уйди из тех отношений, которые тебя разрушают, обрети этот комфорт и уйди в новое. У вас даже дно колоды здесь ложится туз жезлов. Поэтому многие из вас начнут здесь наконец-то делать выбор в пользу себя любимых. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас состоит в стабильных союзах. Что же у вас здесь? Ну а здесь из песни слов не выкинешь. Башня и восьмерка чаш. У многих это может быть период, когда в лучшем случае вас по ряду причин разделяет расстояние, то есть иными словами, кто-то уезжает по работе, по учебе, то есть какие-то обязательства, которые вынуждают вас быть разъединенными на этот период. А в некоторых случаях это ситуация, когда вы понимаете, что ваши жизненные пути расходятся. И нужно эти отношения оставить, потому что вы уже не в состоянии эмоционально тянуть те ситуации, которые вами овладевали в последнее время. У некоторых это может быть просто цель или желание поставить пока паузу, может быть, разъехаться на некий период, дабы оценить и посмотреть, что происходит на текущем этапе в вашем союзе. В любом случае, время покажет, как здесь быть, как действовать и как поступать, но хаос вас захлестнет, потому что дно колоды колесница – это активное ваше развитие, ваш рост, и ваш партнер или партнерша за ними просто могут не поспевать. Советы и рекомендации. Здесь ложится аркан маг. Маг вам всегда напоминает, что вы сами хозяева своей жизни. И то качество жизни, которое вы имеете, напрямую зависит от вас. От ваших целей, желаний. Безусловно, влияют обстоятельства, но основополагающее – это то, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Соответственно, если хотите лучшего или большего, нужно действовать. Потому что основной призыв – возьми контроль над своей жизнью в свои руки. Действуй, меняй свою реальность. Тебе все по силам. И посмотрим с вами неожиданность периода. Что у вас здесь? Так, корабль, собака и карта солнца. Дно колоды якорь. Но поскольку у нас дно колоды якорь, это все, что в первую очередь связано с работой, с реализацией. Поэтому у многих могут быть внезапные отъезды, командировки или действительно переезд из-за работы и служебных обязательств. В положительном ключе это поездка на отдых, причем может быть в коллективе или в компании друзей. И еще такой момент – это для себя как принимать какое-то важное решение. По ряду причин и обстоятельств тоже может быть менять место жительства. Потому что корабль, собака и солнце это переезжать туда, где вы имеете какую-то поддержку, безопасность и зону комфорта. Но основополагающее, то, что я сказала, это у многих по работе, по карьере. Что ж, вот таким выходит у вас месяц, очень насыщенным.
Я, безусловно, вам закрою все в положительном ключе, чтобы отыгрались только благоприятные аспекты. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как отыгралась информация по факту. Буду вам признательна за взаимодействие и обратную связь. Благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.